Привет, не болей. Недавно в моем телеграм-канале появился совершенно обыкновенный комментарий к моему самому обыкновенному посту. Комментарий был такой слегка хейтерский. Ни один из моих подписчиков не увидел ничего абсолютно интересного в этом комментарии. Он был действительно обыкновенный, банальный, коих я получаю, наверное, 1000 в месяц. Но, что примечательно, для меня этот комментарий был очень интересным. И дело не в том, как он был написан, или какое содержание было у этого комментария. Дело в том, кем этот комментарий был написан. Об этом немножко позже. Сегодня я хотел бы поговорить о том, почему вообще эмигрантов, которые уехали из России в Америку, настолько прям ненавидят россияне. Да, я прям не побоюсь этого слова, прям ненавидят, терпеть их не могут. Сегодня я хотел поговорить на эту тему. По стандарту, не забудь подписаться на этот канал, лайк можешь не ставить, если оно тебе не интересно, если не понравилось видео, можешь дизлайк тыкнуть, на свое усмотрение. В последнее время все чаще и чаще встречаюсь с абсолютным негативом, местами даже безобразным негативом по отношению к видео, контент-мейкерам, которые рассказывают про свой переезд в Америку из России, рассказывают о том, как им здесь хорошо жить, кто-то рассказывает про трудности, с которыми сталкиваются в процессе эмиграции. Все больше и больше негатива, и причем этот негатив становится все острее, все жестче и, как бы это странно не звучало, негативнее. Я не исключение. Я точно такой же блогер про Америку, который рассказывает про свои вообще мироощущения о жизни в Америке. И я точно так же сталкиваюсь с этим самым негативом в комментариях. Но в свою сторону, когда я получаю негатив, он для меня какой-то плюс-минус обоснованный. То есть я объясню. Я тот человек, который не боится открыто выразить свое мнение. И иногда, благодаря моему горячему южному темпераменту, это мнение может звучать обидно. Я могу высказывать свое мнение по поводу жизни в Америке по отношению к России как-то, в какой-то, возможно, некорректной форме. Признаю, за мной такой грешочек есть. При этом я хочу отметить, что у меня никогда не было никакого, прям, знаете, невероятного негатива к моей родине, к стране вообще под названием Российская Федерация. То есть я никогда не испытывал чего-то, знаете, такого чего-то едливого, желчного по отношению к этой стране. Я в целом к ней хорошо отношусь. Но какие-то факты, просто констатация этих фактов может звучать обидно. Например, вот мой любимый факт. Это факт, преподнесенный Росстатом, что 23% населения Российской Федерации не имеют доступа к центральной канализации. То есть, я извиняюсь за выражение, кто не понимает, о чем я говорю, ходят в туалет в яму, на которой есть такое деревянное сооружение, типа такая избушка на яме, и все это величается как деревенский туалет. Я просто проконстатировал факт. А у многих сейчас, кто смотрит это видео, появилось мнение, что я каким-то образом потоптал немножко Россию. Скажем так, подколол, подъязвил немножко. Хотя по факту это не так. Но я считаю, очень важно произносить проблемы вслух, для того, чтобы с ними была начата какая-то борьба. Чтобы что-то началось улучшаться, надо, чтобы это было наименовано. Вот. Поэтому, когда мне пишут, что я какой-то там ублюдок, урод, мразота, гори в аду, я в принципе это понимаю. Да, для людей, у которых недостаточно IQ, они не понимают, что я на самом деле не засираю свою родину, а просто наименовываю какие-то проблемы. Но, что интересно, знаете, так это то, что я наблюдаю гневные комментарии по отношению к авторам, которые вообще ни слова не говорят про свою родину. Они просто говорят о том, что им здесь очень нравится. Они невероятно любят эту страну. Она их приняла, она им дала возможности, дала там денег на какую-то раскачку в виде там бенефитов, я имею в виду. Что здесь люди улыбчивые, здесь люди помогающие, здесь люди тебя не бросят. Да, есть свои минусы, но в основном плюсы, плюсы, плюсы. Огромное количество гневных комментариев, прям лавины, прям людей засирают. И ладно, я еще какой-то, да, там, бородатый, шокающий, гэкающий, кажущийся быдланом, короткостриженный, об веточку зацепился. То есть, возможно, создающий о себе впечатление какого-то братка из 90-х, коим я, по сути, не являюсь. Это просто образ такой, не знаю, чем смонтированный в моей жизни.
Ну ладно, меня пытаются как-то оскорбить, как-то подколоть, уязвить меня. Но когда я смотрю видео какой-нибудь там молодой девчонки, которая приехала сюда со своим мужем, там, с ребенком, и она рассказывает: вы знаете, вот, сняли дом, там, на последние деньги, у нас все получится, я надеюсь, что все будет хорошо, тролливали. А ей пишут: а, мразь, ну, сейчас ты заболеешь, у тебя страховки нет, сразу же пойдете бомжевать под какой-нибудь мост с крысами, с тараканами и сдохнете там. Но зато из России уехали. Я думаю: вау, люди, а что с вами не так? А почему мы начали гнобить своих же, своих соседей, грубо говоря, которые жили с тобой, возможно, там в соседнем доме, почему ты решил их гнобить просто за то, что человек рассказывает, как он счастлив, просто переехав в другую страну, даже ничего не сравнивая? Почему так? Потом я наткнулся на видео, где один парень рассказывает о том, с какими трудностями он здесь сталкивается, о том, что у него это не получается, то не получается, с работой проблемы. И точно такие же гневные комментарии, где ему пишут, что: а, мразота, хотел уехать, хотел, чтобы у тебя все было лучше, давись своей Америкой, вот тебе твоя Америка. И прочее, прочее, прочее. То есть я думаю, слушай, как интересно, что абсолютно неважно, вещаешь ты про Америку что-то хорошее, как у тебя все хорошо, тебя будут чмырить. Вещаешь ты про Америку плохое, тебя будут чмырить. Вещаешь ты, что бы ты ни говорил, пока ты находишься в контуре этой страны, как будто бы для них, для вот этих хейтеров, комментаторов, ты извечный враг. Ты тот, кого нужно уничтожать. И коли не получается физически, то хотя бы морально. Задеть максимально. Истребить тебя, раздавить тебя. Вот на моральном уровне. Я думаю: вау. А что стало с людьми? Я этот вопрос поднял в своей группе, там, в Телеграме, в своем Телеграм-канале. Люди, а почему люди к другим людям стали настолько злыми? Ну, а те просто поменяли свое место дислокации. Ну и все. И ничего больше. Мне говорят: Рус, да ну это не живые люди. Я говорю: как-то. И мне люди начинают писать: да это боты, скорее всего. Либо это какая-то фабрика троллей, задача которых... морально действительно уничтожить того или иного человека, чтобы другой, который заходит на его видео посмотреть, чтобы он понял, что да, действительно, туда ехать не надо. Хорошо, там вот где родился, там и пригодился. И для меня это долгим временем было действительно, ну, каким-то разумным, рациональным объяснением того, что происходит вообще в комментариях к таким, ну, по сути, безобидным абсолютно видео, где просто человек выражает свое мнение. То есть, да, действительно, ну, вроде бы все логично. Заходит человек, который хочет переехать в Америку, к другому человеку, который рассказывает о том, как он переехал в Америку. Заходит в комментарии, а там все пишут: а, скоро сдохнешь, медицина дорогая, дороги плохие, свободы слова нет, попробуй сказать, что тут всего два пола, или попробуй сказать что-нибудь про чернокожих ребят, и тебя сразу упакуют за решетку, и налоги там по 500 000%, будешь работать только исключительно на налоги, и пенсии там нет, и декретных нет. И, ну, чисто гипотетически, человек, который хотел поехать в Америку и посмотрел это видео и почитал комментарии, он подумает: слушай, да ну его в жопу. Кажется, действительно, там, где родился, там и пригодился. То есть, ну, вроде бы звучит логично. Я всегда думал: ну, правда, тролли или боты. Но недавно, я еще раз вернусь к этому, к началу этого видео, я столкнулся с комментарием, который меня поразил. Ни один из моих подписчиков в моем телеграм-канале не понял бы, почему я удивился этому комментарию. Я уже сказал, что дело не в содержании этого комментария, а в том, кто его написал. Комментарий был по типу: вот мужик под 30 лет, живет с друзьями в каком-то съемном доме, не может себе позволить и своей семье, и своей жене жить отдельно, работает в доставке, ну и вообще, жизнь бесперспективна в таком направлении. Действительно, самый обыкновенный хейтерский комментарий. Мне таких пишут по 1000 в месяц. Но кто это написал? Это был 100% не бот. Это был 100% не какой-то тролль, который получил очередные 15 рублей за такой написанный комментарий. Вы спросите: почему ты так уверен?
Все дело в том, что это была моя крестная. Да, прикинь, человек, который, когда мне было чуть меньше месяца, а может быть месяц или около того, когда я голову толком держать не мог, вот этот человек держал меня на руках в церкви перед священником, перед всеми родственниками, перед всеми друзьями, близкими людьми, там, друзьями моих родителей. Вот этот человек стоял и говорил, что он клянется в любую мою сложную минуту поддержать меня и помочь мне. Коим как бы процесса эмиграции и является действительно сложный процесс, вот эта адаптация и эмиграции в целом. Человек, с которым мы провели огромное количество времени, когда я был маленький, человек, с которым мы прекрасно всегда общались, у нас одинаковое там чувство юмора, у нас одинаковые были взгляды на жизнь, вообще понимание того, что нужно делать по жизни, ну, наверное, до каких-то пор определенных. Человек, который брал меня на море, который там баловал меня подарками на день рождения, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, а зачем вот надо было меня вот так кольнуть? Для чего этому человеку кольнуть меня? То есть, ну, это действительно не какой-то хейтер, это не какой-то бот, это не какой-то там тролль, которому 15 рублей за этот комментарий дадут. Это самый чуть ли не наесть близкий мне человек после моих родителей, там, ну, после бабушки, там, дедушки и так далее. Зачем это надо было делать? В общем, почему она так сделала, я, ну, честно сказать, не могу дать себе никакого ответа. Да и, наверное, и не хочется мне на эту тему гадать. Не самая приятная тема отгадать, почему тебя твоя крестная хочет раздавить эмоционально. Ну, не то чтобы прям, знаешь, мозги пускаются в пляс порассуждать на эту тему. Но все-таки у меня есть определенное мнение, и я тебе его сейчас скажу. Наверное, около 5-7 подписчиков мне писали в личку, причем в формате что-то, знаешь, типа: Русик, огромное тебе спасибо за твое творчество, смотрю тебя, там вообще лайк, подписка, коммент, все огонь, я тебе обещаю, я перееду в Америку, буду жить счастливо и наслаждаться каждой секундой вот этой американской жизни. И вот так мне, наверное, ну, человек действительно 5-7 написало, и я последнему уже как-то, ну, не сдержался, я ему написал, типа: слушай, а ты вот это вот все утверждаешь, и мне это пишешь зачем? Ну, типа, просто возьми и сделай это. Зачем мне это все писать? Типа, неужели ты думаешь, что мне важно, переедешь ты в Америку или нет? Ну, типа, если хочешь, сделай. Зачем мне это все утверждать? Человек пишет, типа: слушай, да, действительно, я сейчас об этом подумал, и я даже не понял, почему я это пишу. Наверное, это все-таки какая-то, типа, знаешь, декларация того, что произойдет обязательно. Как-то я пытаюсь задекларировать сам себе это, вот вбить себе это в мозг, что все именно вот так и будет. Но не самому себе это проговариваю, а хочу, чтобы хоть кто-то это услышал. То есть вот пишу тебе, что я типа обязательно прям перееду, прям все у меня будет хорошо. И я такой: слушай, ну прикольно, если тебе стало легче от этого, то мне как бы было не влом тебя послушать. Ну и ладно, хорошо. И думаю, а что если вот эту же модель, ну, хорошо, что у меня есть какое-то базовое понимание, какой-то базовой психологии. Я думаю, а что если, чисто гипотетически, взять вот этого же человека, ну, вот эту модель декларирования и перенести на негативные комментарии, на хейтеров? Что если человек, когда говорит, что у меня в стране все плохо, ну, он мне говорит, типа: да у тебя там все ужасно, у тебя нет свободы слова, у тебя нет нормальных зарплат, у тебя высокие налоги, и вообще ты там вскоре заболеешь и сдохнешь под каким-нибудь мостом. Что если все это человек говорит себе? Потому что он сталкивается с этими проблемами на ежедневной основе. Что если это он проживает свои страхи, но пытается их проецировать на меня? И как будто бы пока что это самый логичный вариант. Потому что я уверен, что из тех, кто мне пишет, ну, я понимаю, что большинство это могут быть боты, тролли и всякие вот эти и же с ними, которые это делают по какой-то определенной причине, а не по душевному позыву. Но